Так, друзья, наконец-то добрался до Швеции. Первый раз в этой стране. Мое путешествие по Скандинавии продолжается, и сегодня в выпуске я отправился в ее жемчужину – удивительный Стокгольм. Стокгольм, мне кажется, лучше всего исследовать пешком. Как обычно, в своих выпусках я покажу и расскажу не только о главных достопримечательностях этого города и куда стоит сходить туристу, но и расскажу об истории появления этих мест. Насколько вам известно, в Швеции также вручают и Нобелевскую премию. И, конечно, обсудим насущные социальные бытовые вопросы. Но это миф, что вы приедете в Швецию и социальные выплаты какие-то будут большие. Нет. Обратимся к стереотипам. Просто многие думают, что Абсолют и Икеа – это то, что шведы любят. Все для того, чтобы еще лучше понять, как Швеции уже столько лет удается поддерживать высокий уровень жизни, и чем Стокгольм и Швеция в целом живет сегодня. Это канал Проект Резидент, я его автор Александр Бороденков. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, и поехали вместе знакомиться со Стокгольмом. Итак, начнем с общих данных. Швеция расположена в Северной Европе на Скандинавском полуострове, граничит с Норвегией на западе и с Финляндией на северо-востоке, а также омывается Балтийским морем и Ботническим заливом. Стокгольм – это столица и крупнейший город Швеции. Ее население составляет около 10 миллионов человек, и страна славится своим высоким уровнем жизни, передовой социальной системой и богатым историческим наследием. Официальный язык здесь шведский, но большинство людей также свободно говорит по-английски, что делает путешествие по стране весьма комфортным для туристов. Швеция страна популярная и у многих с чем-либо да ассоциируется. Любители спорта наверняка слышали о национальной сборной по хоккею. Хоккей в Швеции чувствуется прямо по прибытию. Мало кто не знает, что самая популярная компания по производству мебели, чьи предметы обихода есть почти в каждом доме, впервые появилась именно здесь. Я имею в виду, конечно, Икею. Любитель истории однозначно в курсе о былой мощи Шведской империи, некогда являвшейся одной из самых могущественных в Европе и оказавшей колоссальное влияние на развитие Старого Света. Нобелевская премия, Стокгольмский синдром, Карлсон, который живет на крыше. Короче, будет о чем поговорить и показать. Но меня, помимо туристической достопримечательностей, интерес к этой стране, а это была моя первая поездка сюда, прежде всего был обусловлен политическим устройством этой страны и причиной высокого уровня благосостояния ее граждан. Изучать страны Скандинавии я начал несколько лет назад и на личном опыте пытался понять причину столь высоких показателей. В выпуске про Данию и Норвегию у меня на канале. У Швеции, в отличие от вышеперечисленных стран, был немного другой путь развития. Многие из вас наверняка слышали про некий шведский социализм, часто называемый шведской моделью. Он представляет собой уникальное сочетание рыночной экономики и обширной системы социального обеспечения. Эта модель основана на принципах социального равенства и высокого уровня социальной защиты всех граждан. Швеция вообще достаточно капиталистическая страна, всегда была и остается, но с 20-х годов по 70-е годы в Швеции был относительный социализм. Сегодня его меньше, сегодня в нем социализма столько, сколько, если ты бедный, безработный, ты не умрешь с голоду, у тебя дети будут ходить в те же частные школы, как и дети короля с королевой. В этом социализм 100% сохраняется. Школы бесплатные абсолютно. Знакомиться со Стокгольмом и Швецией в целом мне помогла Ира, та самая Ира из Стокгольма, которая у себя в инсте рассказывает о всех прелестях и невзгодах жизни в этой стране, а также является одним из лучших русскоязычных экспертов по Швеции. Поэтому подписывайтесь на инстаграм, ссылка в описании. А заодно можете подписаться и на мой. Там я выкладываю материал, что не вошел в большой выпуск, анонсирую следующие выпуски и время от времени устраиваю опросы по travel тематике. Так, вот я в центре города. Теперь надо определиться, куда пойти в первую очередь. Стокгольм – это город, который не впишешь в стандартный туристический маршрут и не опишешь пару слов. Стокгольм – это не вся Швеция и даже не 1% от нее. Это действительно так. Швеция – страна большая. К примеру, для того, чтобы добраться из Мальмё на юге до города Абиска, что на севере Швеции, уйдет даже больше времени, чем добраться из того же Мальмё до Рима, минуя 5 стран Европы. Поэтому столь обширная территория создает контраст во всем, и в климате, и в культуре, и в ритме жизни. А Стокгольм – это как некий микс, который нужно изучать точно без спешки. Стокгольм, мне кажется, лучше всего исследовать пешком, поэтому обязательно надо пройтись хотя бы один день, полдня, просто понюхать эту корицу из пекарен. Город и вправду раскрывается в деталях, в запахах свежей выпечки, в аромате кофе на открытых террасах, в уникальном запахе воды, который меняется от района к району. То, что у нас Стокгольм по-разному пахнет, на западе и на востоке. Дело в том, что на востоке город омывается солеными водами Балтики, а на западе – пресной водой озера Мелорен. И послушать этих диких чаек, это надо послушать шведский язык, который как карамелька, которую ты
во рту перекатываешь. Поэтому такие маленькие нюансы создают атмосферу, которую невозможно передать, проезжая мимо на экскурсионном автобусе. Это надо увидеть. И как-то ты, когда на машине, меня иногда просят туры с машиной, но ты не слышишь, ты не видишь шведов, ты не сидишь рядом с ними, ты не ходишь по тем местам, где ходят они, поэтому только, знаете, со смотровой на смотровой переезжаешь ко дворцу, к ратуше и хватит. Это, мне кажется, не самый... Кому-то это нравится, и это, безусловно, способ за 2 часа весь Стокгольм осмотреть, но это ты не узнаешь Стокгольм. И что важно посмотреть в Стокгольме, помимо вот если у вас, знаете, полчаса, лучше никуда не ходить, просто погуляйте. Если у вас уже день-два, то я бы обязательно хотя бы подошла бы к ратуше. Возможно, это банально, типа Красная площадь, да, или кто у нас там в Лондоне, Трафальгарская. Это банально, там будут туристы, но без нее ты тоже, знаешь, как бы быть в Москве первый раз и даже не посмотреть Красную площадь. Ратуша — это неофициальный символ Стокгольма и место, где проходит вручение Нобелевской премии. Это здание вы однозначно видели, даже если никогда не были в Швеции. Построено было в 1923 году и впечатляет своим кирпичным фасадом, увенчанным башней с 3 золотыми коронами — Трекронер, что является символом Швеции. Здание сочетает в себе черты романского и национального романтизма, отражая в своей архитектуре шведские традиции и историю. Ратуша Стокгольма — это не только памятник архитектуры, но и живое сердце города. Именно здесь располагается мэрия Стокгольма. Также она станет, скорее всего, вашей первой достопримечательностью, так как находится прямо через дорогу от главного вокзала. Свое знакомление со Стокгольмом вы, скорее всего, начнете с главной станции города. Потому что более центральнее чего-то найти сложно. Стокгольм Central Station была открыта в 1871 году и с тех пор не раз модернизировалась и расширялась, чтобы справиться с пассажиропотоком, который постоянно увеличивается. Станция расположена в районе Нормальм, и она легко доступна из любой части города, благодаря отличной транспортной сети, включающей метро, автобусы и трамваи. И это делает ее удобной отправной точкой для путешествий как по городу, так и по всей Швеции. У нас очень красивое метро, оно не выглядит как храм, дворец или музей. Это скорее пещеры с современным искусством. Если вы хотите смотреть на метро, то рекомендую синюю ветку плюс север красной ветки. Вообще я люблю и другие станции тоже, но там надо знать, что смотреть. А вот север красной и всю синюю ветку там и слепой увидит. Слушай, вот это и есть, да, эта станция? Да, у нее несколько таких сверов красивых. Здесь просто, во-первых, все эти станции, они как в пещере, то есть они не выверены, они не вылизаны. Это просто гранит, чуть-чуть покрытый бетоном распыленным таким. И у них у всех разные цветовые гаммы, просто можно сесть на этой ветке в любую сторону и поехать посмотреть другие такие же красивые станции. Это не дворец, как я сказала, да, это просто пещеры такие. Понятно, что это не лондонское метро, но 3 основные ветки, которые разветвляются в пригородах, и это очень удобно. Ценник на недвижимость зависит от близости к метро. Метро очень хорошо ходит, прекрасное, тихое. Вообще, наверное, стоит рассказать о том, как добраться до этой станции, если вы, конечно, добирались до Стокгольма не поездом. Аэропорт Орландо, в который я прибыл, находится довольно-таки далеко от центра города, около 40 километров, и добираться туда я планировал на поезде, что, кстати, является недорогим и удобным способом. Билет стоит недорого. Если вам из аэропорта надо ехать напрямую до центральной станции, то берите Орландо Экспресс. Он вас домчит до центра за 20 минут. У меня ситуация была немного другая. Дело в том, что я подбирал отель из соображений того, чтобы он был недалеко от станции метро, чтобы не тратить деньги на дорогу. И не в центре тоже, дабы серьезно сэкономить, так как в момент, когда я бронировал отель за 2 дня до вылета, все отели в центре были 3 раза дороже. Просчитался я в том, что Орландо Экспресс идет без остановок, и пуля пролетает мимо станции, на которой мне нужно было выходить. А чтобы до нее добраться, нужно было брать обычный commuter train, то есть электричку, которая в свою очередь сломалась. Поэтому пришлось вызвать Uber и раскошелиться на поездку. Важно отметить, что это далеко не редкость. Поезда Швеции иногда подводят, так что будьте к этому готовы. С электричками все хуже. Я живу на линии электричек, и у нас регулярно какие-то поломки, неполадки. Люди побаиваются переезжать на линии электрички из-за того, что часто неполадки. Но в таком случае можно брать такси, и компания тебе вернет деньги. То есть, если у тебя есть, от меня 1000 крон, 100 евро на такси доехать. Если у тебя есть свободно на недельку одолжить это транспортной компании, то классно. Я думаю, у многих нет такой возможности. Но я сразу, как вижу поломку какую-то, если я понимаю, что в ближайшие минут 15 я никуда не уеду, иду такси брать, спокойно еду на такси. Потом всегда возвращали деньги.
Стоит отметить, что деньги возвращаются только местным, так как все это привязывается к карточкам социальных страхований, работодателю и прочих хитросплетений шведских социальных законов, поэтому на туристов это не распространяется. Автобусы очень хорошо ходят, кроме того дня, когда выпадает снег. В Швеции почему-то ничего не продумано на случай большого снегопада. Лодки, трамвайчики есть водные, тоже все по проездному, очень просто, либо просто карточку прикладываешь вашу. Сейчас стало очень просто. Трамвайчики есть немножко. У нас не город трамваев, к сожалению, в отличие от Гетеборга. В общем, на Uber я добрался до своего отеля. С отелем благо не прогадал, стоимость номера составила 100 евро в день, весьма адекватная для Скандинавии цена за номер в отеле. И в эту цену уже были включены завтраки со шведским столом, которые, кстати, так называются только в русскоязычных странах. Ну а вечером сил хватило только осилить бургер в кафе внизу, мимо которого пробегал олень. А на следующее утро я поехал знакомиться со Стокгольмом. А также Швеция, наряду с Нидерландами, стабильно входит в топ стран по количеству населения, которое свободно владеет английским как вторым языком. Все программы, фильмы и прочий контент на английском языке в Швеции не дублируется, а лишь сопровождается титрами на шведском, что способствует гораздо более быстрому изучению языка. Но для того, чтобы быстро освоить английский, не обязательно быть шведом или переезжать в Швецию. Чтобы быстро выучить самый распространенный в мире язык, достаточно подписаться на курс Mimtensiv от компании Skyeng, бесплатного курса английского языка по мемам. Вам будут давать задания на лексику, грамматику, чтение, говорение, и вы сами выберете, какой скилл прокачать сегодня. Кстати, аудирование вы будете проходить на примере зарубежных стендап-роликов. Это отличный способ изучить язык, потому что вы будете слушать реальную разговорную речь с живыми эмоциями и юмором. Do you speak any English? Do you understand? Все задания вам будут переходить в Telegram-бот, поэтому учиться можно в любое удобное для вас время. Чтобы получить доступ к меминтенсиву, сканируйте этот QR-код или переходите по ссылке в описании. Листайте мемы и прокачивайте свой английский. А если же вы хотите более углубленно погрузиться в изучение языка, то приходите в Skyeng на бесплатную консультацию. Они определят ваш уровень языка, помогут сформулировать вдохновляющую цель и подберут курс, исходя из вашего уровня и запроса. Переходите по этому QR-коду или по ссылке в описании и зафиксируйте за собой выгоду в 40% на все курсы английского и забирайте подарки от партнеров Skyeng. А если вдруг вы еще сомневаетесь, то Skyeng доучит вас за свой счет, если что-то пойдет не так. А из своего опыта путешественника я могу вам четко сказать, что без английского вы далеко не уедете. И в прямом, и в переносном смысле. Потому что большая часть путешествия — это не про фотографии на фоне достопримечательностей, а общение с местными, дабы еще лучше понять культурные и бытовые особенности той или иной страны. Я уже не говорю о карьерном росте и перспектив трудоустройства на более высокооплачиваемую должность. Учите английский с компанией Skyeng, а мы возвращаемся обратно в Стокгольм. Одна из первых особенностей, которая бросается в глаза, будучи здесь буквально 5 минут в центре, это то, что велосипедные дорожки и дорожки для пешеходов, они поделены поровну. То есть ширина и одной, и второй примерно одинаковая. Поэтому велосипедисты здесь однозначно в приоритете. Ну, если не в приоритете, то как минимум в правах не уступают пешеходам. А, кстати, касаемо прав гражданских, в частности, мы тоже поговорим в этих выпусках. Это тоже будет очень интересно, поскольку многие знают, что Швеция — это социальное государство. И давайте попытаемся узнать, что за шведский социализм пресловутый, в чем его суть и как он работает на практике. Но это миф, что вы приедете в Швецию и социальные выплаты какие-то будут большие. Нет, есть страны, где нормальные социальные выплаты. У нас они минимальные. Можно прожить на них только если у вас там, 7-8 детей. Тогда правда, все вместе как-то будет минимальная зарплату вам окучивать относительно. Но нет. В Швеции выгодно работать. В этом плане она, безусловно, капиталистическая страна. Но вернемся к нашим туристическим достопримечательностям. Вообще название Стокгольм происходит от слов «сток» и «хольм», что означает «столб» и «остров» соответственно. Таким образом, Стокгольм можно расшифровать как «остров на сваях». Исторически это было связано с тем, что Стокгольм был основан на островах, и первые постройки города, вероятно, находились на воде. Ну а начал застраиваться Стокгольм с острова Сёдермальм, где и находится старый город. Старый город. Там Стокгольм начался, оттуда Стокгольм начал расти. Остров, который очень плотно зажат между кусками суши, точнее материка,
И сейчас меня стокгольмцы поправят. Он же зажат между материком и островом. Но Södermalm, он был раньше полуостровом, он отрезан искусственно от материка. В общем, этот остров очень зажат, в отличие от десятков тысяч других островов, которые у нас есть на запад и на восток. И чтобы заплыть из Балтики в сердце Швеции, нужно обязательно обплывать этот остров, рядом с ним плыть. Поэтому Стокгольм основался там. Ну, классика, чтобы контролировать пролив, налог брать, защищать. Как у всех, короче. Стокгольм начал свою историю в 13 веке, когда основатель города, Биргер Ярл, увидел в этом месте стратегический торговый потенциал. Расположенный на архипелаге в 14 островов, Стокгольм с самого начала стал естественной крепостью, защищенной водой и труднодоступными берегами. Первыми строениями были деревянные дома и крепости, которые быстро сменялись на каменные здания по мере роста города. Торговцы-ремесленники стекали сюда, привлекая новые идеи и технологии, что дало толчок развитию уникальной городской архитектуры. Со временем узкие улочки и плотная застройка старого города начали превращаться в лабиринт, полный очарований и тайны, где каждый дом и дворик чарует своей таинственностью и будоражит сознание. Если смотреть на старый город, то в глаза бросаются два шпиля, смотреть на которые приезжают туристы со всех уголков планеты. Ты имеешь в виду два высоких шпиля, которые резной. Это усыпальница королевская, это старая церковь францисканского монастыря, которая была 100 раз перестроена, она выглядела совершенно не так, когда была монастырем, но сегодня это усыпальница, там можно зайти, посмотреть на наших королей, вплоть до прадедушки нашего короля. Ну как, в гробах, не вживую, не в мертвую, не в живую, а в саркофагах. До прадедушки нашего короля, начиная с дедушки нашего короля, хоронят уже в землю. А вторая церковь, зеленый шпиль такой, это немецкая церковь. До сих пор службы там на немецком. Очень красивая церковь, барокко, зайти посмотреть прекрасно. Правда, шпиль у нас неоготика, но это он тоже уже новый. Гуляя по старому городу, вы однозначно выйдете на площадь Стурторьет. Это сердце Гамластана. Так называют шведы старый город. Пожалуй, самая старая и самая известная площадь в историческом центре Стокгольма. Ее история уходит корнями в Средневековье, и долгое время она была центром общественной и политической жизни города. Здесь находится Королевская биржа, где сегодня размещается Шведская академия и Нобелевский музей. Площадь окружена красочными зданиями с узкими фасадами и крышами разных оттенков, многие из которых относятся к 17-18 векам. Сегодня же это популярное туристическое место, где местные жители и гости города собираются, чтобы насладиться атмосферой старого Стокгольма. Насколько вам известно, в Швеции также вручают и Нобелевскую премию. Как я уже сказал, здесь расположен музей Нобеля. Интерактивный музей, посвященный лауреатам Нобелевской премии и их достижениям. Здесь также можно узнать об истории самой премии и о ее создателе Альфреду Нобеле. Нобелевский музей – это вряд ли то место, куда надо идти, если вам хочется посмотреть, как-то приобщиться к Нобелевской премии, потому что там музей небольшая часть про Нобеля, безусловно, важно, и про сами премии, про лауреатов. Я знаю людей, которые прямо интересуются этим, кто кому когда дали. Знаешь, как кто когда выиграл в Евровидении. Вот есть люди, которые знают Евровидение, есть те люди, которые знают Нобелевскую премию. Тогда вам стоит идти. Музей, если честно, не очень богат на экспонаты. Там всего, по сути, один зал. И платить 20 евро за такую экспозицию, если честно, не совсем резонно. Если у вас 3 дня, и вы хотите как-то приобщиться к Нобелевской премии, идите в ратушу, где банкет. И там ты прям, тебе гид расскажет, что вот здесь банкет, вот здесь король сидит, вот здесь лауреаты сидят. И как ты ощущаешь такой немножко приглашенным, немножко больше, мне кажется, ты приобщаешься к этому, чем в музее. Вообще от ощущения торжественности и помпезности в Стокгольме тяжело избавиться. Причем ощущение это не приторное, навязанное с пустого порожня, а максимально органичное. Гуляя по городу, я слышал звуки приближающегося оркестра. Как выяснилось, в мою сторону двигался целый эскадрон. Да, они шли во дворец, это караул, который идет к 12:15, если это воскресенье было, то к часу 15, шли во дворец, чтобы там церемониально, красиво, с музыкой сменить охрану на 24 часа. Королевский дворец я вам обязательно покажу. Давайте перенесемся в наши дни и посмотрим, чем живет Швеция сегодня. Вообще Стокгольм и Швеция в целом создают впечатление, что в стране весьма высокий уровень жизни. За редким исключением, гуляя по улице, ты наткнешься на бездомных или попрошаек. Улицы весьма чистые и не только в центре, но и в отдаленных районах. За те 5 дней, что я там провел, а побывал я в нескольких районах, я убедился на своем опыте. Кругом почти все говорят по-шведски, и при этом типичных шведов, то есть голубоглазых статных блондинов, как многие их себе представляют, не так много.
Как историк скажу, что города, в которых смешивались культуры, типа Гамбурга, в Стокгольме, кстати, в средние века тоже очень смешивалась культура. Недаром у нас немецкая церковь самая высокая в старом городе. Обычно рост, прогресс в таких городах, в таких культурах, он быстрее. Но тут вопрос, конечно, я думаю, ты хотел, может, еще спросить, какие-то есть ли проблемы с эмиграцией. Это любимый вопрос всех, это можно тоже поговорить про это. Вообще, иммиграционная ситуация в Швеции стала довольно-таки заметной темой. Страна традиционно известна своей гуманной политикой по отношению к беженцам и иммигрантам, предлагая защиту убежища тем, кто пострадал от войн, конфликтов и преследований. Основные волны иммиграции пришлись на 70-е и 90-е годы прошлого века, когда Швеция приняла значительное количество беженцев из стран, охваченных войнами и политическими кризисами, таких как Югославия, Ирак, Иран, Афганистан и Сомали. В последние годы мигранты также приезжают и из Сирии, и из других стран с нестабильной политической ситуацией. Таким образом, многообразие этнических групп и культур стало частью современной шведской реальности. К примеру, самый известный шведский футболист Златан Ибрагимович вырос в семье мигрантов из стран бывшей Югославии, приехавших в свое время в Швецию за лучшей жизнью. Ну и, конечно, массовая миграция не обходится без трудностей. Шведское общество сталкивается с вызовами, связанными с интеграцией новоприбывших. До сих пор идут дебаты о том, как сбалансировать культурное многообразие и сохранить национальные традиции, а также избежать сегрегации. Такая политика властей не беспочвена. Швеция долгое время видела в эмиграции способ восполнить дефицит рабочей силы, особенно в тех секторах, где было мало местных работников, например, в производстве, медицине и социальной сфере. Обычно с миграцией повышается криминал, но тут важно разделять, что большинство иммигрантов не никак с криминалом не связано. Просто когда плохая интеграция, то, конечно же, там второе поколение, третье поколение, да, люди, которые ни тут, ни там, и вот находится какой-нибудь на районе чувак, который тебе сказал, тебе там 14 лет, отнеси ему наркоту. И ты, конечно, о, классно, наконец-то я нашел какую-то систему, где я подхожу. Вот уже какие-то фрики попадаются. Веселая жизнь путешествия, что меня ждет. В последние годы криминальная ситуация в Швеции привлекла внимание из-за роста насильственных преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия, особенно в крупных городах, таких как Стокгольм, Мальмё и Гётеборг. Ну, она волнами, если смотреть статистику последние 100 лет. То есть сегодня по улицам ходить безопасно, раньше было опасно ходить по улицам. Ну, 60-е годы в старый город я бы не пошла, а 20-30-е годы мало где пошла бы. Но, конечно, мы сейчас слишком далеко берем. В 90-е годы была плохая обстановка криминальная, потому что приехало очень много иммигрантов из Балканов, и оружие первое зашло тоже через Балканы. Первое такое, что вот прям большой черный рынок. Большая часть этих инцидентов связана с организованными преступными группировками, которые контролируют наркотрафик и другие нелегальные бизнесы. Это, конечно, есть, но это тоже пойдет на спад. Сейчас, кстати, намного меньше. Сейчас пошло на спад последние 2-3 года, и в этом году прям меньше. Я не знаю, от чего это зависит, но говорят, меньше. Однако в контексте общей преступности Швеция по-прежнему остается одной из самых безопасных стран мира. Большинство типов преступлений, таких как мелкое хулиганство, кражи, нападения, остаются на относительно низком уровне по сравнению с большинством других европейских стран. Абсолютно безопасно. Вот вы едете в Лондон, там опаснее. Вы едете, там, не знаю, в Мадрид, там опаснее. В Нью-Йорк опаснее. Хотя, ну, камон, это не опасно. Ни в Лондон, ни в Нью-Йорк. Нет, туристу безопасно. Единственное, что опасно туристу, это в старом городе на смене караула телефон в заднем кармане джинс держать. Несмотря на это, Швеция по-прежнему является одной из самых привлекательных стран для иммигрантов благодаря высокому уровню жизни, социальной защищенности и политической стабильности. Я не случайно начал свой рассказ про Швецию с набора стереотипов. Как ни крути, но у обывателя мнение о той или иной стране складывается, опираясь преимущественно на них. Со Швецией у каждого и вправду что-то ассоциируется. Начнем, пожалуй, с самой известной. Еще одна шведская, с позволения сказать, достопримечательность, о которой мало кто не слышал, это Икеа, да. Компания Икеа, которая олицетворяет в себе самые лучшие качества шведской философии бытия. Лагом — это минимализм, простоту и качество. Эта компания, известна на весь мир, стала на самом деле национальной гордостью. Ну, национальная гордость есть, правда, они не платят налоги в Швеции. Они швейцарская компания с директорами в Нидерландах. Но шведы, конечно, гордятся. Они пропагандируют шведскую культуру дальше. Синий-голубой, этот минимализм мнимый, кстати. Шведы не любят прям минимализм. Они любят цвет какой-то. То есть они любят, конечно же, в Европе каждый 10-й европеец зачат в икейской кровати.
Официальная статистика. Нет, младше какого-то возраста, извините, да. Хорошая статистика, да? Шведы любят Икею, у всех есть что-то икейское. Я не преминул воспользоваться случаем и зайти в Икею в Швеции. Но не для того, чтобы посмотреть себе комод в спальню, а по другому поводу. Буфет Икеи, где продают самое вкусное мороженое. Всего 12 крон. Другой народной маркой является водка Абсолют. Просто многие думают, что Абсолют и Икея – это то, что шведы любят, и есть другие люди, которые считают, что это только для туристов. Шведы этим не пользуются. Икея пользуются, Абсолют не пьют. Абсолют – это на экспорт. Шведы также знамениты своими автомобилями, в частности Saab и Volvo. И вот один из выставочных павильонов. Ну, я фанат Volvo. Ты обратился не по адресу, я только могу хорошее сказать. Я очень люблю Volvo, я езжу на электрической Volvo, и ну, это прикольно, она продуманная, она хорошая, она... Шведы любят Volvo, шведы катаются на Volvo, конечно. Понятно, что не только. Шведы любят Kia, очень много на Kia катается сегодня, на всяких Скодах, Volkswagen'ах. Но стереотип про Volvo в Швеции, что это классная, уверенная в себе машина. Например, в Израиле, если скажешь Volvo, о, это какие-то только семейные арабы на ней ездят. В Америке Volvo, у тебя уже ипотека и Volvo, да, вот этот стереотип. У нас нет, Volvo такая классная машина для уверенных людей, как бы нормальная. Она очень безопасная. Volvo вообще этот тренд начал. Но сегодня многие подхватили, но она очень безопасна, много прям продумано все, она не сложится у тебя, знаете, в гармошку в случае столкновения. И для шведов это важно. Им не всегда, им не всем, большинству шведов не надо выглядеть круто. Большинству шведов надо доехать до дома и обнять детей. Забегая вперед, скажу, что машину я тоже арендовал. Правда, не Volvo. Для того, чтобы выехать за пределы Стокгольма и посмотреть, как шведы живут в сельской местности. Об этом я расскажу в следующей серии. Но, гуляя по старому городу, я также обратил внимание на одну интересную особенность. You actually live here? You do? What a great house, huh? It's probably the best location in Stockholm, no? Да, только что пообщался вот с этой милой девушкой, женщиной, правильно сказать. Хотел узнать, как так получилось, что она сняла домик прямо в центре, напротив всех этих достопримечательностей. Ну, то есть, чтобы понять, представьте, вот вы где-нибудь в том же самом Петербурге, и на Петропавловске стоит домик, который вы можете снять. И вот практически то же самое. Этот островок, он прямо в самом центре исторического Стокгольма. И здесь можно снять домик и в нем жить. Но тех, кто решил выяснить возможность такой аренды в Стокгольме, я спешу разочаровать. Дело в том, что Швеция известна своим дефицитом арендного жилья, особенно в крупных городах, таких как Стокгольм, Гетеборг и Мальмё. Очередь на аренду может затянуться на несколько лет, а в некоторых случаях даже на десятилетия. Особенно сложно, когда речь идет об аренде социального жилья, где можно прождать до 20 лет. Поэтому социализм здесь проявляется как нигде иначе. В Швеции даже есть организация, которая называется Bostadskä. Это официальное агентство, которое управляет процессом распределения квартир через систему очередей. Также популярны квартиры, которые принадлежат кооперативам. То есть это не совсем аренда в привычном ее понимании, а скорее покупка права проживания. То есть владельцы платят ежемесячный взнос в кооператив и получают право проживать в этой квартире, но не могут ее пересдавать без разрешения. Все эти особенности делают процесс аренды жилья в Швеции довольно-таки сложным для иностранных арендаторов. А вот касаемо покупки жилья, ситуация намного проще, потому что процентная ставка ипотеки довольно-таки маленькая. Недвижимость можно приобрести, там нужна кредитная история нормальная, 2-3 года ты работаешь, снимаешь, а потом у тебя уже нормальная кредитная история. Дают сейчас чуть меньше, потому что ставка подросла из-за кризиса, но она сейчас идет вниз. Здесь долго была ставка где-то 1,5% всего на ипотеку, сейчас 4%. Это очень много для многих шведов, кто покупал вилл огромных, когда низкая была. И сегодня дают где-то 5-кратную зарплату годовую, условно, если ты получаешь, допустим, 400 тысяч. 40 тысяч евро, да, в евро, да, сколько тебе дадут? В 6 раз умножь, меньше дадут, скорее всего, около 200 евро. На 2 миллиона крон ты купишь, на 200 тысяч евро, возможно, сможешь что-то купить. Лучше вдвоем. Но на эти деньги, на 2 миллиона, можно купить не в Стокгольме очень большую квартиру или даже большую виллу. Я захотел посмотреть, как живут богатые шведы, и поехал поснимать в районе Юрусхольм.
друзья, вот такой вот фешенебельный райончик в окрестностях Стокгольма. Очень все по-деревенскому. Ну, не считая, конечно, цен на дома. Да, ценник на эти дома начинается от 3 миллионов евро, и нетрудно догадаться почему. У меня дом стоит, у меня небольшая избушка, ну, прям домик маленький, на 150 квадратов всего, он стоит 500 тысяч евро в евро. За эти деньги можно усадьбу с угодьями купить в 4 часах от Стокгольма. Красивую, ухоженную. Однако, если у вас нет возможности купить жилье или ждать несколько лет социального жилья, то можно поселиться у себя на яхте. Довольно-таки большое количество катеров и яхт пришвартовано в самом центре Стокгольма. Вон чувак, что загорает, живет на яхте на своей, вместе со своим петухом. Такого я еще не видел. Причем та женщина, это далеко не единичный случай. Удивительно, как в самом центре, где, наверное, должна быть самая дорогая недвижимость, живут, ну, на мой взгляд, вполне обычные люди. Хотя шведам не свойственно кичиться и показывать свой достаток. Но ничем не примечательный дом находится в самом центре Стокгольма, то есть окруженный достопримечательностями, замками, дворцами, музеями. И здесь стоит вот такой весьма скромненький дом, в котором живут люди. Шведам и вправду не свойственно ни кичиться, ни как-либо выделяться на фоне других, особенно в материальном плане. Конечно, это не означает, что в стране нет бедных или богатых. Просто никаких внешних признаков показухи, роскоши или мнимой роскоши в стране не наблюдается, что создает вполне сбалансированное общество без комплексов неполноценности среди социальных слоев. Им приятно, когда кто-нибудь замечает, что у них очень дорогой комод новый появился, да? Но они обязательно скажут, ну я на аукционе, он подержанный. Вот. У шведов есть, им главное объяснить, почему ты взял дорогую машину. Ну там просто скидка была, как бы. Платье Шанель, ну это бабушкино. В какой-то мере можно сказать, что шведы даже стесняются выделяться на фоне других. Только одно дело стесняться, когда у тебя ничего нету, другое дело, когда у тебя все в достатке и есть чем похвастаться. Вот это, на мой взгляд, один из главных показателей здорового общества с высокой социальной солидарностью. Им важно держать вот нормальное лицо для их уровня дохода, да, и для района. Есть районы, где Audi и BMW больше, Ferrari иногда. Есть районы, где больше Volvo и Volkswagen. Ты же прекрасно тоже понимаешь это. И если у тебя в районе, где Volvo и Volkswagen, вдруг ты покупаешь новый Maybach, ну, будут вопросы, а зачем как-то так? Ну, это стрёмно реально ставить на этой улице, где у всех Volvo. Вот это и есть Швеция, это реально, все будут об этом говорить, но ты об этом не узнаешь. Большинство шведов не понтовые, да, они также, любой начальник любой фирмы будет также выносить мусор свой сам, сортировать сам и, скорее всего, на Volvo ездить. И детям самим жарить митболы, еще и с собой в офис брать. Однако, несмотря на непреодолимое желание покончить с классовым неравенством, Швеция все же остается конституционной монархией, и, как вы уже поняли, своих королей они чтут до сих пор. А убедиться в этом можно, побывав в Королевском дворце. Пожалуй, самой главной достопримечательности старого города. Королевский дворец – это резиденция основная короля с королевой. Они там, правда, не живут, они живут постоянно за городом, в загородной резиденции. Если перевести на русский, то они в Петергофе живут, да? Хотя у них есть зимний. Конечно, все намного меньше, чем во многих других монархиях. Ну а дворец он используется ими, они там работают. Король у нас глава государства, хоть у него никакой власти нету, но у него есть офис. Здание построено в середине 18 века на основе старого сгоревшего замка. Этот комплекс насчитывает более 600 комнат, среди которых тронный зал, великолепно украшенные королевские апартаменты, а также сокровищницы, где хранятся королевские регалии. Вообще дворец открыт для посещений. И там несколько музеев, и сам дворец, то есть залы, библиотека королевская, это все открыто для посещений, можно смотреть. Когда какие-то важные гости, глава государства и так далее, тогда закрывают дворец. Но, как правило, он открыт, а еще смена караула в 12-15 каждый день. Но мне особенно понравилась экспозиция всяких орденов и медалей, и, судя по портрету короля, ему эта комната нравится тоже. На данный момент королем Швеции является Карл Густав XVI. Правит он с 1973 года, и если Елизавета II была самым долгоправящим монархом в истории Великобритании, то он является самым долгоправящим монархом в истории Швеции.
В этом зале хранятся и выставлены на обозрение различные знаки отличия, медали и ордена, которые были вручены членам королевской семьи и почетным гостям Швеции. Среди них орден Серафимов, самый престижный орден в стране, которым награждают только королей и глав государств. Что касается цен, то билет для взрослого стоит около 160 крон или примерно 15 евро. Однако этот билет включает в себя еще и посещение музея Трикронер. Он посвящен истории одновременного средневекового замка, который когда-то стоял на месте нынешнего дворца. А замок, в свою очередь, был резидентом шведских монархов, пока не сгорел в 1697 году. Музей расположен в подземной части дворца, где сохранились старинные стены и укрепления замка, и большинство экспозиций посвящено жизни в старом замке до того самого злополучного пожара. Но меня скорее привлекло название музея – Трикронер, что переводится как «Три короны». Это символ Швеции, это герб Швеции, так называется наша хоккейная команда «Три короны», «Tre kronor». Просто изучая историю Швеции и не раз просматривая хоккейные матчи сборной, меня интересовала история происхождения неофициального названия Швеции. Но даже там я не получил на свой вопрос вразумительного ответа. Молодцы, что тебе во дворце не сказали, что такое 3 короны, потому что если бы тебе кто прям точно бы сказал, это плохой человек. На 100% никто не знает, откуда пришел этот символ. Он используется уже с XI века. Плохие дешевые путеводители скажут, что это символ союза между Данией, Швецией и Норвегией. Правда, союз был, правда у них, но это было уже в 14-15 веках. У них, да, был символ 3 корон, но символ 3 корон использовался и ранее королями. 3 провинции, 3 сына, 3 короля и так далее. Самая рабочая версия, что такое 3 короны, это христианский символ, означающий 3 мудреца при Рождестве Иисуса, да, 3 волхва, либо Святую Троицу. Но это тоже версия. Но она очень рабочая, потому что в Швецию, правда, христианство пришло напрямую из Кёльна. Кёльнские епископы и так далее ездили сюда и викингов крестили. А в Кёльне 3 короны – это прямо кёльнский символ, там у них в соборе 3 короны, и мощи волхвов там. Поэтому, возможно, это перекочевало к нам с христианством, но здесь уже использовалось как не христианский символ, а 3 короны, 3 государства и так далее. Но это не символ союза, это намного больше, чем символ союза Дании, Швеции, Норвегии. Митболы, да, шведы любят митболы, в ресторанах они их не едят, они их дома едят, и почти все едят, большинство едят замороженные митболы из ресторана, это, знаете, как многие любят лепить пельмени, но большинство покупают пельмени в магазине. Вот примерно то же самое у шведов, они покупают готовые пельмешки, готовые митболы обычно домой, но едят, безусловно, простая еда, дети любят макароны, митболы. Прекрасно. Отведать эти самые фрикадельки мне посоветовали в ресторанчике Ричи. В ресторанах обычно митболы будут намного вкуснее, потому что они будут из там телятина со свининой. Плюс у нас есть рестораны, где разные сорты митболов. Это будет все обычно с пюрешечкой, с брусничным соусом. И рестораны еще и соревнуются, у кого брусничный соус, ягодки лопаются во рту в одно и то же время, вот это знаешь. А у кого-то прям как пюре такое невкусное из брусники. В районе Остермальм находится знаменитый крытый рынок, который уже более 130 лет является храмом гастрономии. Это Östermalm Saluhall. И там восстановлены, там полный ремонт прошел недавно, ему 150 лет. Очень известный рынок, где можно и копченое сердце северного оленя, и селедку в карри-соусе купить. Шведы же любят маринованную селедку в разных маринадах. Водочка, лайм, карри, все это мы любим. И там цены, конечно, выше среднего, но там на ланч можно недорого остаться. То есть за барной стойкой, как во многих, знаешь, рынках, можно там поесть, бутерброд какой-нибудь. Я туда хожу в ливанский ресторан часто, когда по Израилю скучаю. Но мне, как всегда, повезло, поскольку в тот день, когда я туда заявился, рынок был закрыт. А оттуда вниз отходит улица Нюйброгатен. И, кстати, об Израиле. Там находится еврейская школа, еврейский университет, кошерный магазин. Очень люблю эту улицу. И там, правда, раньше жили евреи. Это очень богатая улица, очень дорогая улица Нюйброгатен. Вот. Но если я уже включила режим гида, быстро скажу, что первая еврейская община была очень богатых евреев из Гамбурга, они селились на той улице, поэтому у нас не было, знаешь, гетто бедных евреев. И сегодня там, да, много ресторанов, там это элитный район, это очень дорогой район. Слово «дорого» не люблю, потому что мне дорого, тем, кто живет там, совсем недорого. Но это, безусловно, такой немножко район, где ходят люди, которые хотят себя показать, на других посмотреть.
прекрасный район, обязательно идите туда. Рестораны там, кстати, шведской прям еды там в меньшинстве, наверное, будет, прям вот шведская классическая еда, потому что шведы очень любят итальянскую, восточную еду, то есть тайскую, там есть прекрасный этот буфет «Райс», кто из Стокгольма меня смотрит, такие, расскажи про «Райс». Все ходим в «Райс», там прекрасный шведский стол с восточной едой, какие-то французские рестораны, опять же, там итальянские, да, я уже сказала. Шведская кухня известна своими сезонными блюдами. Например, на Рождество готовят юльборд – обильный праздничный стол с множеством традиционных блюд, таких как ветчина, маринованная рыба, колбасы и картофель. Другие известные традиции включают в себя крабовый фестиваль, который проходит летом, где едят вареных раков. Ну а в день Святой Люсии зимой пекут особые шафрановые булочки – люссикатор. Я еще хочу насчет еды добавить. Если спросишь шведа, который не в туризме работает, что такое шведская еда, тебе скажут кебаб-пицца. Потому что пицца – это не шведская, и кебаб, ну типа шаурма – это не шведская. Но вместе друг на друга добавить и картофелем фри присыпать придумали здесь, на территории Швеции. Пускай и иммигранты, но мы считаем это национальной едой. Ночная жизнь в Стокгольме – это сочетание скандинавской сдержанности и европейской элегантности, где каждый найдет что-то свое. Здесь есть достаточно мест, куда можно сходить позависать от мала до велика. Да, у нас несколько таких кластеров, куда выходят, ну не только молодежь, у нас есть наоборот места, где молодежи не зайти. Например, места, которые начинаются с 27 лет и старше. И вот там вот как раз видишь этих активных людей, которые в пенсионном возрасте, но они себя не чувствуют пенсионными. Ну вот прям так вот, чтобы красиво с молодыми потусить, это, скорее всего, будут все клубы вокруг площади Стюреплан. Там несколько клубов. Бенш, то, что ты сказал, это историческое место, там уже 100 лет как проходят всякие вечеринки, то есть там еще все умы Швеции в 20-е годы тусили и до сих пор тусят. Очень люблю это место. Там, кстати, азиатский ресторан, кстати, но шведы любят азиатский. В выходные там бранч азиатский, который мы с семьей очень любим. Бернш – это культовое место, сочетающее в себе богатую историю и современную атмосферу. Открытое в 1863 году, это заведение объединяет шикарный ресторан, ночной клуб и концертную площадку под одной крышей. Где еще, если вы меньше про дынц, вот это вот блестки и вот как-то барная стойка, если вы хотите больше пива, живая музыка, то в Старом городе есть несколько таких мест, где живая музыка и пиво. Это Стампен для джаза, это Вирстрёмс для ирландской музыки, ну и джаза тоже. Это Багген, подвал такой с музыкой, прекрасные места есть. Södermalm – это южная часть города, которая, я сказала, хипстерская. Там много молодежи, если вы ищете. Короче так, давайте так, если вы предпочитаете тусить, где мальчики все выбритые, причесанные, в дорогих костюмах, вам на Södermalm идти не надо. Вам нужно на вот Бенш и Стюреплан. Я говорю о мальчиках, потому что мне сложно судить о девочках, но я думаю, вы сами переведете это на противоположный пол. Если вы хотите мальчиков, у которых борода, клетчатые рубашки, пиво, вам нужно на Södermalm, окей? Это примерно так, да. Грубо разделим грубенько. Мое же внимание привлекла тусовка на балконе, как потом оказалось здание Королевского драмтеатра. Однако отдыхают местные не только в ресторанах и на балконах. Немало мест на террасах и даже на крышах. Моду бродить по которым по ночам начал всем нам такой близкий персонаж. Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам. А зачем? Ну как зачем? Искать приключений. И если вы думаете, что я про него забыл, то зря. В следующей серии мы не только поговорим об этом знаменитом шведе, но и сходим в гости к его автору. Также в следующей серии про Швецию я пойду в местный парламент и расскажу о том, как устроена политическая и социальная жизнь в этой стране. Затронем и острые политические темы, как, например, недавнее вступление Швеции в НАТО и что по этому поводу думают сами шведы. Ну и, конечно, продолжим знакомиться с популярными достопримечательностями Стокгольма, ну а также проедемся на машине вокруг озера Мälaren, заедем в одни из самых старых городов Швеции и посмотрим, как живет сельская Швеция. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и делитесь своими размышлениями об этой стране, что вам нравится, что нет. Также буду очень признателен за репост. Это канал Проект Резидент, я его автор Александр Бороденков, и до скорых встреч.